Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. В этом видео я расскажу про инструмент множественные преобразования. Мы будем также работать в верстаке ParDesign. И этот инструмент включает в себя функции одновременно двух инструментов, о которых я рассказывал в последних видео. Линейный массив и круговой массив. Создаю новый проект. Добавляю тело. Создаю эскиз. Плоскость XZ. ОК. Можно добавить сетку. Беру инструмент создать круг по центру. Беру полилинию. И здесь строю две геометрических фигуры, которые помогут нам сделать вырезы с двух сторон в этой детали. Так, здесь точки зафиксированы. Сейчас проверю здесь. Тоже. Вроде бы все нормально. Убираю ненужные ограничения. Выделяю мышкой, левой клавишей. Ограничение становится зеленым. Правая клавиша. Удалить. То же самое с левой стороны. Ограничение я удалил. Теперь я использую инструмент обрезать линию. Я удаляю линию здесь и линию здесь. Опять появились ограничения, абсолютно ненужные. Также я их удаляю. Еще раз проверю. Ага, здесь точки не держатся. Угу. Так, беру инструмент ограничения наложения точек. Кликаю. И здесь. Ну, теперь вроде бы все. Они красного цвета стали. Ограничиваю диаметр. Можно поменьше, например, 3,25. Так. Теперь ограничиваю вертикальные линии. Ограничение расстояния по вертикали. 0. Сейчас еще раз. 0,78. И здесь также 0,78. Жму на ОК. Теперь ограничиваю горизонтальные отрезки. Ограничение расстояния по горизонтали. 0,40. 0,40. Так, и с левой стороны. Ограничение расстояния по горизонтали.
0,40. 0,40. Перетащу, не тот размер перетаскиваю. Вот этот сюда. Вот так, чтобы было все понятно. Так, моя деталь зеленого цвета. Она полностью ограничена. Я ее закрываю. Использую инструмент выдавливания. Я не буду делать ее слишком толстой. Пусть будет 0,2 дюйма. Окей. Да, пусть будет так. Теперь создаю эскиз на этой грани. Увеличу деталь. И используя инструмент создать круг по центру. Здесь выполняю маленькое отверстие. Поставлю чуть дальше от центра. Опять удаляю автоограничение. Ограничиваю диаметр. Сделаю 0,2, 0,20. Окей. И теперь при помощи инструмента ограничения положения ограничиваю центральную точку окружности. Все, с этим я справился. Использую инструмент карман. Добавляю длину. Готово сквозное отверстие. Окей. Теперь я выделяю левой клавишей отверстие и жму на инструмент множественное преобразование. У нас открылось окно. Я скроллю вниз. И во втором по счету окне надпись «Щелкните правой кнопкой мыши для добавления». Щелкаю и выбираю пункт «Добавить линейный массив». Появилась надпись Liner Pattern, то есть линейный массив добавлен. Здесь я изменю длину, попробую, например, на 1 дюйм. Количество событий, то есть отверстий, поставим 3, 4. Пусть будет так. Только я бы хотел, чтобы они у меня были расположены не по горизонтали, а по вертикали. В пункте направления я меняю горизонтальную ось эскиза на вертикальную ось эскиза. Все. Успешно. Теперь возвращаюсь к окну, где у нас создан линейный массив. Опять кликаю правой клавишей и выбираю пункт «Добавить круговой массив». Появилась надпись Polar Pattern, то есть это у нас уже круговой массив. Все. Прокручиваю вниз. Угол 360 градусов. То есть наши отверстия будут распределены по всему диаметру деталей. И число вхождений 2. То есть вот эти 4 отверстия верхних это одно вхождение, а 4 нижних это второе. Сейчас я попробую увеличить их количество. 3, 4, 5 и 6. Вот так.
Жму внизу на ОК. Возвращаюсь вверх. И также жму на ОК. Все, наша деталь, в принципе, готова. Ну, на что она похожа? Сетка мясорубки. Обычной, ручной или электрической. Можно в заключение еще добавить цвет. Левой клавишей кликаю, правой случайный цвет. Ну, желтого цвета пусть она будет. Уважаемые коллеги, я надеюсь, что это видео было для вас полезным, и вы сможете применять инструмент множественное преобразование в своей работе. Я всем вам желаю удачи, до встречи в новых видео, до свидания.